Добрый день, с вами канал Табако Дев. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна и без табачных смесей. В предыдущем выпуске мы с вами коснулись маркетинговой составляющей, а в этом выпуске мы поговорим о табачном и бестабачном сырье в качестве основы нашей кальянной смеси. Поговорим о том, что можно использовать как основу и какими характеристиками она у нас должна обладать. Итак, давайте начнем. Условно мы можем с вами разделить кальянную смесь на две составляющие. Жидкая составляющая, соус, о котором мы поговорим в следующем выпуске, и твердая составляющая, некое капиллярно-пористое тело, она же основа, которой и будет посвящен сегодняшний выпуск. Твердая составляющая может представлять из себя как табачное сырье, так и бестабачное. Все будет зависеть от наших целей. Но самое важное, что нам нужно от основы, это ее пористость. У различного сырья пористость варьируется и определяется внутренним строением ткани листа, что в свою очередь в ходе технологического процесса будет влиять на степень насыщения листа соусом. В этом и вся суть. Нам необходимо будет добиться гомогенизации кальянной смеси, говоря другими словами, впитать соус в капиллярно-пористое тело. Как вы уже знаете, в качестве основы можем использовать как табачное сырье, так и бестабачное. Давайте по порядку. Табачное сырье представляет из себя растение семейства посленовых, которое состоит из более чем 1000 разновидностей. В кальянной индустрии чаще всего используются такие сорта, как Вирджиния и Берли. Они могут использоваться как по отдельности, так и блендированные между собой, так как они идеально дополняют друг друга, обладают хорошей пористостью и рядом других особенностей. Табачный лист состоит из центральной жилки, средней жилки и листовой пластины. В процессе стрипсования удаляют центральную жилку. Поэтому в табаке для кальяна практически нет жилок. В качественно стрипсованном табаке процент жилок не должен превышать 15-20%. В среднем размер фракции стрипсованного листа, подходящий для производства табака для кальяна, от половины до 1 квадратного сантиметра. Кроме табака можно использовать любые заменяющие его продукты. Это может быть и чай, и листья каркаде, и любое иное капиллярно-пористое тело с добавлением никотина или без. Давайте поговорим о том, какие характеристики сырья важны для нас в случае приготовления кальянной смеси. Первое – это пористость. Пористость сырья определяется его способностью впитывать и удерживать в себе соус или ароматизаторы. Экспериментальным путем можно выявить, насколько хорошо впитывает в себя соус то или иное сырье. Если говорить о табачном сырье, то принято считать, что листья Берли обладают более лучшей пористостью на фоне Вирджинии. Но на практике все может быть совсем по-другому. Второе – это дубильные вещества. Дубильные вещества, содержащиеся в избыточном количестве в сырье, могут стать причиной раздражения рецепторов, причиной ударов по горлу или першению в процессе курения. А также присутствие посторонних привкусов могут вступать в конфронтацию с ароматизаторами, тем самым искажая вкус. Чтобы этого избежать, нужно изначально использовать сырье с наименьшим содержанием дубильных веществ, или же использовать метод гидротермической обработки, который позволит полностью или частично избавить сырье от всего лишнего. Но это отдельная тема, на которой мы не будем останавливаться в рамках данного выпуска. Третье – это никотин. Никотин – это алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в стеблях и листьях табака в концентрации до 5% по массе. 8 секунд и никотин после первой затяжки достигает мозга. Шкала крепости табачного листа выглядит следующим образом.
До 1% никотина это light, от 1% до 2% никотина это medium, от 2% до 3% это strong, а от 3% и выше это extra strong, или иными словами сверхкрепкий. А сейчас я вам покажу один из самых крепких сортов табака, представленный на рынке СНГ. Это сигарный лист с концентрацией никотина более 5%. В зависимости от климатических условий и состава почвы, концентрация никотина в табачных листьях может изменяться. В засушливые периоды концентрация никотина может увеличиваться, а в сезоны дождей наоборот уменьшаться. Поэтому одно и то же сырье, выращенное в одном и том же месте, может от года к году отличаться. Для того, чтобы не допускать изменений в крепости продукта, многие производители регулируют крепость кальянной смеси, используя жидкий никотин. Поглощение или сорбция никотина организмом зависит от уровня pH. И щелочная природа сырья делает никотин более доступным. Иными словами, никотин переходит из связанного состояния в более свободную форму. Но это отдельная тема, которой, возможно, мы коснемся в следующих выпусках. В сегодняшнем выпуске мы охватили базовые аспекты твердой составляющей кальянной смеси. А в следующем выпуске мы поговорим о соусе, жидкой составляющей. С вами был канал Tobacco Dev. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна и без табачных смесей. Спасибо за просмотр.